Привет, друзья! С вами Маша. Рада вас видеть на уроке русского языка. И сегодня мы поговорим о том, какие слова можно использовать по-русски, чтобы передать значение, что то, что мы сделали, было не запланировано. Мы не делали этого, потому что хотели, потому что у нас была идея, какой-то план в голове. Оно само так получилось. Готовы узнать, какие слова мы используем? Первое слово, которое мы используем регулярно, чтобы передать значение, что то, что случилось, то, что мы сделали, было не запланировано. И это слово случайно. Например, я была в парке и случайно встретила там мою подругу. Мы не планировали встретиться. Или я случайно уронила ключи. Я случайно разбила стакан. Я не хотела. Оно само так получилось. Можно сказать, по воле случая, как говорит слово «случайно». Это слово мы используем очень часто, как в разговорах, так и в письменной речи. Следующее слово – это слово «нечаянно», которое значит без умысла, непреднамеренно, незапланированно. И отличие слова «случайно» от слова «нечаянно» заключается в том, что «случайно» не обозначает, что произошло что-то неприятное. Я случайно встретила подругу, и это классно, мы с ней давно не виделись. И если я говорю слово «нечаянно», то я предполагаю, что то, что случилось, было не очень приятным. Например, я нечаянно разбила стакан. Я нечаянно порвала страницу книги. Я нечаянно испачкала мою футболку. Я не хотела, это не было запланировано, и в то же время результат получился негативным. Это не значит, что это какой-то серьезный негативный результат, что у нас какая-то большая проблема. Но мы оцениваем этот результат как негативный, и поэтому говорим слово «нечаянно». Следующее слово – это слово «ненарочно» или похожее на него слово «ненароком». Я бы сказала, что «ненарочно» мы часто используем в разговорной речи, «ненароком» больше используется в книжной речи, в текстах. Эти слова тоже значат не запланировано что-то по воле случая, но в них есть акцент на то, что случилось, не случилось, потому что мы так хотели. Это было неумышленное действие. Например, если я скажу, я ненарочно тебя обидела, я показываю, подчеркиваю, что я не хотела, я не планировала, у меня не было такой идеи. Или он ненароком толкнул подругу. Опять, он абсолютно не хотел этого сделать, так вышло, и это слово показывает, что это нежелаемое действие. Следующее слово – это слово «непроизвольно».
которое тоже значит без умысла, не по нашему желанию. И в этом слове есть еще такой компонент значения, что мы не контролировали эту ситуацию. Слово непроизвольно мы активно используем, когда говорим о наших эмоциях, чувствах. Например, она непроизвольно засмеялась. Когда говорим о физиологических реакциях нашего тела, тоже можно сказать, он непроизвольно пукнул. Повторяем сказанное. Слово «случайно» из всех, которые я сегодня вам представила, самое нейтральное. И оно используется в языке чаще всего. Также достаточно часто используется слово «нечаянно». Но помните, что оно имеет этот элемент значения, что то, что случилось, имело негативный результат или негативные последствия. В качестве примера приведу фразу, которую очень часто говорят дети, когда их критикуют родители, обращают внимание на то, что ребенок что-то сделал неправильно. Родители делают замечание, а ребенок отвечает: «Я нечаянно». Друзья, большое спасибо за ваше внимание, за интерес к русскому языку. Если это видео показалось вам полезным, и вы знаете кого-то, кто изучает русский язык, поделитесь, пожалуйста, этим видео, чтобы эта информация была доступна большему количеству людей. Еще раз благодарю вас за внимание и до встречи на следующих уроках. Пока!